Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. Сегодня для вас обзор на Airline Manager 4. Это экономический симулятор по управлению своей авиакомпанией, где вам предстоит построить собственную империю авиаперевозок и посоревноваться с другими за первенство. Что ж, желаю всем приятного просмотра, начнем перевозить пассажиров. Но сначала вы придумаете имя вашей авиакомпании, его также увидят и другие игроки. Затем выберите стартовый аэропорт, который послужит базой для вашей авиакомпании. Выбрать базовый аэропорт можно в любой стране, какой захотите, и на любом из континентов. Самолеты ведь летают везде, разница только в спросе и предложении. Я, например, выбрал аэропорт Владивостока. Затем вы выберете первый авиалайнер в качестве стартового бонуса. На выбор будут представлены Boeing и Aerobus. У каждого свои плюсы и минусы в плане скорости, вместительности, требования длины взлетно-посадочной полосы, дальности полета, затрат топлива и уровня загрязнения воздуха. Так что выбирайте с умом, какой из них вам подойдет больше. После выбора аэропорта вы отправите первый рейс в полет, предварительно выбрав направление. Можете сделать это вручную или довериться системе, и она подберет пункт назначения автоматически. Кстати, каждая покупка маршрута стоит денег. Это единоразовая трата, но чем больше длина маршрута, тем дороже придется заплатить. А также вам надо обратить внимание на спрос данного направления, чтобы не летать в убыток. Спрос на перевозки делится на три категории: эконом, бизнес и первый класс. Количество пассажиров по каждой категории в день ограничено, поэтому если спрос опустится до нуля, самолет при отправке полетит пустым. Чтобы этого избежать, можно поставить его на парковку до следующего дня. И да, чтобы перевозить пассажиров бизнес и первого класса, ваш самолет должен быть оборудован такими местами. Сами понимаете, пассажир первого класса в эконом не пойдет. Цену за билеты вы можете устанавливать самостоятельно или автоматически, как вам удобно. Первый полет пройдет достаточно быстро в качестве демонстрации, а дальше, если вы выбрали сложность игры реализм, то самолеты будут летать по реальному времени, так что от Владивостока до Москвы можно лететь до 8 часов, в зависимости от самолета. А в простом режиме игры процесс ускорен, а затраты снижены. Далее вы купите еще один самолет для пополнения вашего флота, а потом еще и еще. В игре предлагаются самолеты различных компаний и моделей, от легкомоторных на пару пассажиров до лайнеров на 600 человек. Самолеты представлены из разных временных отрезков, поэтому можно купить даже те, которые уже не летают в настоящее время. Как, например, первый советский реактивный пассажирский самолет Ту-104 или сверхзвуковой Конкорд. У всех самолетов своя цена в зависимости от характеристик. Также перед покупкой вы можете изменить соотношение кресел для эконом, бизнес и первого класса. Это добавит стоимости самолету, но так вы охватите все типы пассажиров. Кстати, каждый рейс не будет заполняться по максимуму из-за низкого рейтинга вашей компании. Чтобы его поднять, можно запустить рекламную кампанию от 4 до 24 часов или экологичную кампанию на 12 часов. Это увеличит количество пассажиров, привлекаемых вашей авиакомпанией, а следовательно принесет больше прибыли. Также во время полета расходуется топливо и квоты на выброс СО2. Их можно покупать на бирже. Цена постоянно меняется, так что всегда можно пополнить свои запасы по более низкой цене, если поймать нужный момент. А когда у вас в наличии будет 5 самолетов, у вас появится возможность провести первичный выпуск ценных бумаг IPO на фондовом рынке, чтобы найти себе инвесторов. Также вы и сами можете проинвестировать авиакомпании других игроков, купив их акции, вложиться в такие же начинающие компании, как ваша, либо уже в развитые авиагиганты. Предварительно перед инвестированием вы всегда можете посмотреть их профиль. Если все ваши акции раскупили, то вы можете выпустить дополнительные, но за это нужно заплатить. А получая прибыль, вы продолжите расширять свой флот. И если город, куда вы хотите отправить рейс, дальше, чем возможности самолета, вы всегда можете организовать рейс с пересадкой. Помимо уделения внимания самолетам, также нужно следить за персоналом и их зарплатой, которая определяет эффективность их работы. Покупая новый самолет, вы расширяете количество персонала, а зарплата выплачивается в конце каждого дня. А также за повышение уровня компании вы получите очки тренировки, которые можно использовать для различных улучшений. Например, чтобы при увеличении зарплаты эффективность персонала была выше.
или можете уменьшить расход топлива, например, или увеличить лимит флота и так далее. Также вы можете создать или вступить в альянс, который принесет свои плоды в виде дополнительных пассажиров. А обучив менеджера зала, откройте свое представительство в аэропорту, что увеличит стоимость ваших акций и вклад в альянс. Соответствующим менеджером у вас также откроется возможность настройки питания для пассажиров, а также возможность участвовать в событиях, связанных с перелетами. Кроме этого, можно участвовать и в турнирах. В игре, как и в реальной жизни, может произойти авиакатастрофа, что приведет к падению стоимости ваших акций и баланса, а также может привести к банкротству. Поэтому нужно следить за техническим состоянием самолетов и вовремя проводить диагностику и ремонт. Кроме того, в случае нарушений к вам могут нагрянуть с аудитом. Кроме пассажирских перевозок, вы можете осуществлять грузоперевозки, но для этого нужно купить лицензию. Также можно купить лицензию на чартерные рейсы, но она действует 3 месяца, потом нужно продлить. И в заключении, игра доступна и на телефонах, она бесплатная, но возможны внутриигровые покупки. Например, если захотите включить ускорение игры 4 раза, правда всего на 4 часа. Также можете еще подтянуть свои знания в географии, глядя на мировую карту и запуская рейсы туда, куда захотите. Кстати, в игре на карте названия городов указаны на языках тех стран, где они находятся. И на этом у меня все. Всем спасибо, что смотрели до конца. Всем удачи. Ну а мы увидимся в следующей серии. А пока, всем пока.